Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сейчас осень и сезон помидоров в разгаре. Предлагаю приготовить суп с томатами. Он очень вкусный, сытный и просто готовится. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала варим бульон. Берем полкилограмма ребрышек и разрезаем их на более мелкие кусочки. Я взяла свиные ребрышки, но можно взять и любые другие. Нарезанные ребрышки кладем в 4-литровую кастрюлю. Сюда же в кастрюлю наливаем примерно 2,5 литра воды. Все ставим на огонь. После закипания воды варим ребрышки примерно 30-40 минут. Пока готовится бульон, подготовим остальные ингредиенты. Берем 3 крупных помидора и делаем крестообразный надрез. Помидоры кладем в кипяток. Через 1-2 минуты помидоры вынимаем. Снимаем с них шкурку. Очищенные помидоры разрезаем пополам, вырезаем плодоножку и нарезаем кусочками. Все перекладываем в чашу. Помидоры измельчаем блендером до однородности. Если блендера нет, то помидоры можно натереть на терке. 350 грамм картофеля нарезаем кубиками. 1 луковицу нарезаем мелкими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. 1 сладкий перец нарезаем небольшими брусочками. Готовим пассировку. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук и пассируем до золотистости. К луку добавляем подготовленную морковь и пассируем еще 2-3 минуты до мягкости моркови. Сюда же добавляем нарезанный сладкий перец. Готовим еще 2 минуты, периодически перемешивая. Овощи готовы, снимаем их с огня. Бульон варится уже около 40 минут. Вынимаем готовые ребрышки на тарелку и даем им немного остыть. В бульон кладем нарезанную картошку. После закипания варим картофель примерно 5 минут. Пока варится картофель, с ребрышек снимаем мясо и нарезаем его на более мелкие кусочки. Еще больше разных вкусных супов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. В кастрюлю к картошке наливаем приготовленный томат. Все перемешиваем и доводим до кипения. Сюда же добавляем подготовленное мясо. Насыпаем 80 грамм мелкой лапши. Перемешиваем и варим примерно 5 минут. В конце в суп добавляем приготовленную овощную пассировку. Кладем 1 лавровый лист. Все перчим по вкусу. И солим примерно половиной столовой ложки соли. Все перемешиваем. Мелко нарезаем пучок свежей петрушки. Добавляем петрушку и все перемешиваем. Даем еще раз закипеть супу и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с томатами получился очень вкусным и сытным. Готовится просто и продукты все доступные. Также такой суп можно приготовить с рисом. Ребрышки можно заменить куриным мясом или готовить без него. Так тоже будет вкусно. Если вам понравился такой вариант томатного супа, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.